Всем привет! Сегодня будет очень крутое видео. Пару месяцев назад я смотрела на видео и фотографии в Инстаграме на то, как рисуют эпоксидной смолой, в частности на то, как рисуют море, и мне это безумно, просто безумно нравилось. Смотря на это, думала, что для меня это совершенно недоступно, нарисовать что-то похожее. Я совершенно не умею рисовать. И в какой-то момент, как раз когда я увлеклась техникой рисования жидким акрилом, я снимала про это видео, я подумала, что, возможно, не так все это сложно, и, возможно, применить какую-то похожую технику можно и в рисовании эпоксидной смолой. Я посмотрела об этом ролике. Конечно, в русскоязычном ютубе не так много об этом информации. То есть, в принципе, она есть, но на мой сугубо личный вкус не видела я ничего подобного, сделанного так же красиво. Плюс сейчас очень популярна эта тема становится и в России. Я видела очень много мастер-классов. Из-за того, что я это смотрю, мне постоянно выдается какая-то реклама в Санкт-Петербурге, в Москве, в других городах, которые стоят каких-то сумасшедших денег, совершенно непонятных мне. Да простят меня все, кто этим зарабатывает, но после того, как я попробовала нарисовать море, поняла, что у меня, что-то похожее получилось. Я просто не могу не поделиться с вами. В общем, я надеюсь, что вам понравится то, что я сейчас покажу. Кто-то вдохновится этим, кто-то повторит, кто-то просто возьмет за основу технику и сделает что-то свое. В общем, это очень прикольно, и давайте смотреть уже. Начинаю с подготовки поверхностей и материалов. Накрываю стол пленкой, готовлю одноразовые стаканчики и подбираю цвета колеров. После смешивания смолы с отвердителем до начала ее застывания у нас будет где-то полчаса, поэтому все для рисования лучше подготовить заранее. При работе с эпоксидкой обязательно надевайте перчатки и респиратор. Далее смешиваю смолу с отвердителем. Компоненты смешиваются именно по весу, не по объему, поэтому нам понадобятся весы. Советую накрывать их пленкой, чтобы не запачкать. Смешиваю все минут 5, после чего обязательно переливаю в другой стакан и мешаю еще. Теперь разливаю все по стаканчикам. В каждом из них я буду замешивать отдельный цвет. Для рисования моря я беру темно-синий, ярко-синий и голубой колеры. Можно использовать еще изумрудный и морскую волну. Для песка беру бежевый. В стакане цвет выглядит темнее, поэтому проверяю по палочке, каким он получится на картине. Для волн я взяла сухой белый пигмент, он еще называется Resin Wave. У него очень экономичный расход, и его нужно буквально чуть-чуть. Он окрашивает эпоксидку в белый и при раздувании создает эффект пены. На самом деле не обязательно покупать Resin Wave, можно использовать просто белый колер, либо сухой, либо жидкий, получается примерно то же самое. В качестве основы для рисования я взяла металлический поднос, предварительно протерла от пыли и обезжирила спиртом. Теперь заливаю слоями оттенки от темно-синего к светлому и слой бежевого, который будет имитировать берег. Быстро прохожусь феном по всей поверхности, чтобы убрать пузыри воздуха. Поток воздуха должен быть горячим, но не сильным. Можно использовать строительный фен или фен для волос. Затем тоненькими линиями лью белый и начинаю раздувать все феном. Фен лучше держать перпендикулярно смоле, делаем движение вверх-вниз. Не задерживаться долго на одном месте, чтобы не перегреть смолу.
оставляю все сохнуть на ровной по уровню поверхности и вдали от пыли. В итоге у нас получился вот такой вот эффект моря. Его можно использовать как поднос для еды, горячего, или как подставку для свечей или какого-то декора. В интерьере смотрится очень круто. Спасибо вам большое всем за просмотр. В общем-то, есть у меня еще идеи, как воплотить эту технику и сделать имитацию мрамора. Короче, я это тоже попробую. Если вам интересно, то напишите, пожалуйста, я вам тоже покажу, как я это сделала. Всем пока!